Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками, прямыми эфирами. И вот прямо сейчас, как говорится, вживую, все как положено. Яков Кедми на связи. Яков Иосифович, приветствую вас. Да, добрый день. Друзья, спасибо большое за интерес к нашим разговорам, тем более, что мы подходим к какой-то очень важной черте по поводу Ирана. Также обсудим всю ситуацию, которая сложилась с Россией и Украиной, обязательно. И, конечно же, в общем, попытаемся сформировать какой-то прогноз ближайшего будущего, потому что, если так разобраться, то многие сейчас говорят, вот что в России там что-то происходит не то, а вот в Украине вот так, а что по полю боя. В общем, как бы много есть надежд на то, что все резко и внезапно закончится. Как об этом говорит Трамп, говорит, 9-я война, вот, пожалуйста, мы работаем. Там пикировка интересная с принцем Гарри, который посетил Киев. Обо всем об этом прямо сейчас. Всех призываю подписываться. QR-код, который видите возле меня, это возможность прямо на экран вывести вопрос. Оставляйте свои вопросы в сообществе YouTube обязательно. Клуб зрителей Шелест. И поддержать, так сказать, творчество. Ну и там своя атмосфера. Это QR-код, который с другой стороны. Чат трансляции подключим в самом конце, поэтому досмотрите, пожалуйста, эфир до конца и оставляйте, конечно же, свои вопросы. Очень интересно с вами общаться, уважаемые зрители. В общем, значит, опрос сегодняшнего эфира, он очень и очень тревожный. Сегодня там, кстати, поляки сообщили, что перехватили 2 Су-30 над Балтийским морем. Нападет ли Россия на Европу? Варианты. Да, допросятся. Нет, это все пугалки. Европа нападет на Россию. Или пока есть Украины, нет. А так, в принципе, все возможно. В общем, такие 4 варианта. Пожалуйста, голосуйте. Мы в конце подведем итоги. И предлагаю начать с этой темы. Кажется, что это все какая-то фантасмагория. Ну, в смысле, зачем, воюя с Украиной, вкладывая туда ресурс, силы, мобилизационный ресурс, в общем, формируя свой ВПК, какой смысл России нападать на Европу? Ну, об этом говорят все, а поляки в последнее время особенно и Сикорский, и Туск, в общем, бьют тревогу. Что за этим стоит? Как вы думаете, как вам видится? Ну, не только поляки. Но поляки отморозками были и есть и будут. Я хочу напомнить, что сказал Черчилль, когда по дороге из Ялты встретился в Москве с представителями правительства Сикорского. Он вышел из комнаты и сказал: больше меня с этими отморозками не встречайте. Они ненормальные, они не понимают, в каком мире они живут. Так что в Польше ничего не изменилось. Но это не только поляки. Премьер-министр Финляндии говорит, что Россия угрожает Финляндии. Она еще додумалась. Россия угрожает также Португалии. А Португалия здесь при чем? А Финляндия чем Россия угрожает? А, извините за грубость, а нахрена Россия и Финляндия? Ей Карелии не хватает? Вообще все эти разговоры – это или от небольшого ума, или чтобы нагнать как бы скандальным заявлением себе популярность, или чтобы разогреть атмосферу. Я смотрю на вещи, как говорил Райкин, без чувств. Объективно, какие интересы у России могут быть, нападая на Европу? Это первое. Второе. А как Россия может напасть на Европу? То есть на Польшу она напасть не может только со стороны Беларуси. То есть между Белоруссией и Россией, между Польшей и Россией есть Беларусь. На кого еще она будет нападать? На Венгрию? На Словакию? На Румынию? На Финляндию? На Норвегию? Когда-то были какие-то противоречия интересов между Россией и Норвегией, ну, кроме Шпицбергена, и об этом договорились давно. С Финляндией все было решено в 1940 году в марте и в 1945. Больше ни у России никаких претензий нет. У России есть претензии к Эстонии? Нет. Даже русский город Нарва, Россия спокойно от него отказалась.
На кого еще ей нападать? На Латвию? А зачем? Ну, защитить русскоязычное население, там же так это все выставляют. Русское население находится в Латвии в его положении 91 года. Что изменилось? Ничего. Все терпело это с 91 года. Вот терпеть это еще 100 лет. Нападать из-за притеснения русскоязычного населения? По-моему, Россия никогда этого не делала. Но славянского православного населения, но это было в прошлом, позапрошлом веке и в рамках войны с Турцией. Чем Россия угрожает Италии или Португалии или Дании? Последние цари российские, они же с довольно большой частью датской крови. Когда у России были проблемы с Данией? За всю историю. Ну, в Дании было больше проблем с ее соседями. То есть первый вопрос, когда говорят о какой-то военной угрозе, первое, а цель какая? Есть цель или нет? Цель никто членораздельно определить не может. Чтобы напасть в армии, ну, кто немножко понимает армию, для этого армия должна быть организована, ее дислокация, ее вооружение. А у России нет практически возможности напасть на Европу. На Польшу? А зачем на Польшу? Что России нужно от Польши? Ничего. Если может быть претензии у Польши, так это к Белоруссии. Но у Польши были претензии к Литве. Они считают, что Вильнюс до сих пор это польский город. Нет у России никаких целей и нет никакой практически организованной военной дислокации, не потенциальной для нападения на Европу. Как вы тогда относитесь к соображениям, мол, если все закончить в Украине, то надо куда-то девать эти войска, и А как в зачем? фильме Иван Васильевич меняет профессию, да, вот это вот, ну давайте, отправим их куда-нибудь в поход, пускай там Казань возьмут. Так Казань уже взяли, ну ничего страшного, пускай еще раз возьмут. И Ну, то, что хорошо в фильме, это не... Ну, это фантазия сценариста или режиссера. А что у России есть избыток военных сил, что после почти пятилетней войны еще воевать с кем-то. Война тяжелая вещь. Война очень дорогая вещь. И ни для российской экономики, ни для российского общества. Еще одна война не имеет никакого смысла. Потому что, а что будет в результате этой войны? Война – это огромные расходы. Не только человеческие. А во имя чего? Что она принесет? Какую выгоду она принесет России? Ну, допустим, Россия завоюет Люблин. Ну и что дальше? Что России земли не хватает? Что Россия угрожает Польше или Польша угрожает Калининграду? То есть со стороны России нет объективно ни целей, ни возможности, ни необходимости воевать, завоевывать Европу. Воевать – это другой вопрос. Второй вопрос – а Европа будет воевать с Россией? Ну, допустим, цели для Европы можно определить. Европа всегда боялась России. И если бы голубая ее мечта осуществилась, и Россия бы распалась на 5, а лучше на 10, а лучше на 20 государств, Европа вся бы была довольна. Вся. Слишком большое государство Россия для них. А у Европы есть армия. Армия в Европе боеспособна есть.
Говорят, Бундесвер собираются делать самой Он собирается. могучей армией Европы, да? Могучая армия Европы. И Бундесвер собирается увеличить свою кадровую армию на 80 тысяч и еще 200 с лишним, 240 тысяч резервистов, будет армия аж 400 тысяч человек. И что эта армия сможет сделать? Что она практически сможет сделать? Она должна пройти Польшу, чтобы напасть на Россию. Это что, опять панцердивизии Германии пойдут на польскую землю? А польский народ их будет встречать с цветами? А? И потом, ну, сегодня в Германии есть с трудом одна бронетанковая дивизия. Ее боеспособность довольно низкая. Большая часть танков не способны двигаться даже. Допустим, они создадут еще аж 3 дивизии танков. И 2 моторизированные. Что они смогут с ним сделать? Чтобы воевать против России, войска надо перебросить к России. А они в состоянии вести войну на 1000 километров от своих баз? А у них есть для этого логистика. А война – это прежде всего логистика. Это меньше боевое искусство. Это логистика прежде всего. На этом ломается все армии. И что смогут эти дивизии, которые попытаются воевать с Россией, что они смогут сделать? Ну что, ну есть военная тактика сухопутной войны. Какова ширина фронта, которую может занять дивизия или армия? На какую глубину она в состоянии действовать в виде успеха? А у Германии есть достаточно вооруженные военно-воздушные силы. Воевать без прикрытия с воздуха – это тяжело. Воевать с самолетами, прикрывая свои сухопутные войска на 1000 километров от своей территории против вражеской авиации и системы ПВО, я не думаю, что немецкая Люфтваффе сегодняшняя способна. Немножко знаком с ним. Да? Ну, что они могут сделать? А есть единственная армия в Европе, которая более боеспособна, чем немецкая. Это французская. Но французы что, опять хотят в Москву? Чем закончился их последний поход в Москву, они помнят? Я напомню, что после войны американцы поздравляли Сталина, говорят, вот вы достигли всего в Европе, что вы хотели. Он сказал, не всего. Говорит, как? А где вы еще не были? Говорит, мы были везде. А Париж? Русские войска уже были в Париже. Французы хотят их видеть еще раз. Они в состоянии вообще сделать то, что Наполеону не удалось. Французская армия по сравнению с датской, она сильная. По сравнению с сегодняшним Бундесвером, она сильная. Лучше организована, лучше вооружена. И главное, Франция единственная страна в Европе, у которой есть свое собственное ядерное оружие. Тактическое. У Великобритании оно есть. Но ракеты-то американские. Подлодки-то американцы им поставили. А у Франции все свое. Франция собирается сейчас запустить, наконец, гиперзвуковые ракеты французского производства. У нее великолепная по европейским масштабам не только военная промышленность. Она делает все. Свои самолеты, свои ракеты, свои подводные лодки, свои авианосцы. Англичане на это не способны.
только с помощью американцев. Кстати, технология американских подводных лодок принципиально выработана была во Франции. Так Франция может воевать теоретически, но последние войны Франции на расстоянии от своих берегов, от Индокитая и до Алжира, плохо для них кончились. Потому что в Европе практически нет армии. И тут Трамп прав. Можно к нему относиться по-разному, он сказал. Европа без Соединенных Штатов бумажный тигр. Она ни на что не способна. Испанские дивизии будут воевать. Была испанская голубая дивизия в России. Плохо кончил. Были итальянские солдаты, плохо кончили. Причем итальянцы великолепные солдаты, пусть они не обижаются. Но перед Второй мировой войной говорили, итальянцев били все, даже эфиопы. Когда Получается. последний раз итальянская армия чего-то где-то добилась? Они пытались высадиться в Греции. И закричали, ой, и Гитлер послал вермахт, чтобы спасти итальянскую армию от грека. Это была одна из причин, почему он не начал войну, как планировал в мае. Отодвинул ее на 22 июня. Некому в Европе воевать. Нет у Европы армии, есть НАТО. НАТО существует только с американской помощью. И с американским финансированием, и с американским прикрытием ядерным оружием, и с американской авиацией и армией. Ну, у Европы есть Украина теперь. Ей дали денег, 90 миллиардов кредита. Ей обещали помогать, заводы расставлены по территории Европы. Зеленский говорит, что давайте я заменю американцев вам, европейцы. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Остались еще идиоты на Украине, которые верят Зеленскому? Вот в Европе лохов еще много. Но на Украине же ему никто не верит. Но это убогое создание, которое потеряло всякое уважение в своей стране, в своей Украине. Своей ложью, своим позерством, своими безответственными заявлениями, ни одно из которых не оправдалось. Он гастролировать умеет, но это его специальность. И он сейчас он едет на гастроли на Кипр. До этого были гастроли там, до этого были гастроли на Ближнем Востоке. Но все его попытки, они не могут трансформироваться в украинскую армию. Армия должна воевать. Единственное, что достижение относительно украинской армии – это беспилотники. Во-первых, 90% из них – это не украинское производство, максимум украинская сборка. Беспилотники – это даже не тактическое оружие, это оружие на линии боевого соприкосновения. 30 километров от линии фронта туда или сюда. Они войну не решают. Они могут решить те или иные тактические задачи, частично. Наступление, отступление, удерживать линию. Но не больше. А что, беспилотники могут начать наступление на российские позиции? Захватить их? Сражаться с российскими танками, с российской пехотой? Все. Нет. У России тоже достаточно беспилотников. Так они будут с друг другом бороться. Баба-Яга против российских беспилотников. Толку что? Это не оружие наступления. Это не решающее оружие. Это вспомогательное оружие при тех или иных военных ситуациях, не имеющее никакого значения в серьезной войне. А кто в этом не понимает, пусть посмотрит, какова была роль иранских беспилотников в последних двух войнах. В этой войне и в прошлом. Там никакого.
Кому они помешали? До нас они не долетали, 1000 с лишним километров, сбивали их всех по дороге. А если долетали, ну то хорошо. Аж 20 килограмм попало в 5-й этаж какого-то дома. Ну, нет 5-го этажа. Дальше что? Это влияет на фронт? Ну, нам говорят, что это современная война так выглядит. Говорят те, которые не понимают, что такое война. Беспилотники – одно из средств ведения тактических военных боев. Одно не главное. Второстепенное средство для глубинной разведки, если страна не имеет хороший ВВС и хорошую систему противовоздушной обороны. А если имеет, то беспилотник, что это такое? Был в Советском Союзе фильм «Небесный тихоход». Что может беспилотник в воздухе? Вооружения у него нет, электроника слабая, скорость низкая, маневренности почти нет такого понятия. Что он может делать в воздухе? Если ему не мешают, да, он может долететь куда угодно, если у него достаточно топлива. Но если ему не мешают. Так что это не то оружие, которым ведут войну. Авиация – да. Авиация не артиллерия, это бог войны. Хорошая авиация. Система ВВС – это не только летчики, не только самолеты. Разведка – да. Маневренность – да. Способность быстро оценивать ситуацию, принимать решения по ходу боя – да. Это совершенно другие системы. На Украине их тоже нет. Есть кое-что от НАТО, но это далеко от современного. Starlink помог Украине улучшить взаимодействие с войсками. Это не сетевая война, которую сейчас ведут и которая будет. Так что при всем уважении реальном или вымышленном к боеспособности украинской армии, она не способна вести наступление. Серьезное тоже нет. Вести войну на истощение, проливая свою и чужую кровь, ну, хорошо. Ну, так получается, с другой стороны, Россия не способна выйти на те рубежи, на которые поставлена задача выйти. А я не знаю, какая задача поставлена. Нет, но они же вписали в Конституцию области, соответственно, идет война, и вот они Да, но добиваются. это стратегическая цель. А оперативная цель какая была поставлена? Кто-то сказал, что российская армия должна выйти в результате тех или иных боев на те или иные рубежи. Догадываются, думают, может быть. Но, несмотря на все заявления, я что-то не видел, что российская армия продвигается к Харькову или к Сумам. Или хотя бы, о чем говорили потенциально, самое необходимое, что должно было быть у российской армии, если бы поставили ей такую цель, выйти к Днепру, взять всю левобережную Украину. Но я не знаю, я не слышал, что такая цель была поставлена. Такая задача была поставлена. Так же, как много страхов было по поводу Николаева, Одессы, Исмаила. Я не слышал, что российской армии была поставлена цель выйти к Исмаилу. Хотя по логике военного положения это была бы решающая вещь. Черноморское побережье Украины, без него Украина не в состоянии существовать. За спиной Герасимова в Генштабе нам показали, помните, карту с отрезанной от моря Украиной. То есть, как бы намекая, что вполне себе вот такие цели и задачи российская армия Нет, ставит. это не значит, что это были цели и задачи. Это значит, когда делишь поле боя и страну, ты делаешь ее на участки. Более критичные и менее критические. Есть
как говорится, территория уничтожения, есть территория критическая. Можно там указать? То есть совершенно ясно, что Причерноморье – это критическая точка на Украине. Левобережная Украина – это критическая точка на Украине. Это с оценкой территории. Оценка территории еще не переходит в боевую задачу, потому что, чтобы ее выполнить, надо сосредоточить войска, усилия, идти в этом направлении. Я не заметил никакого продвижения российской армии к Одессе. Даже к Запорожью продвижение это довольно минорно. И, и когда я слышу и читаю, даже со стороны Украины, я не говорю о российских сообщениях, их очень мало. Блогеров много, но информации мало. Что Россия сконцентрировала огромное количество войск для прорыва к Запорожью. То есть, что я понимаю из этого сообщения, которое основывается якобы на иностранной разведке? Что у России достаточно войск, по крайней мере, для того, чтобы начать наступление к Запорожью. Насколько это достаточно, это можно определить во время боев. Но если у нее достаточно войск, почему она начинает наступление? То есть, если она оценивает, что такая концентрация войск позволит ей взять Запорожье, почему же она этого не делает? Или концентрации войск не существует, или приказа нет, или цели нет. Почему? Это другое. И в отношении ответа на вопрос, может ли Европа воевать с Россией, не может. Тем более, что сказал американский президент еще до этой войны с Ираном? Что он только не говорил, Яков Иосифович. А? Что он только не говорил. Нет. Это он сказал, это вице-президент сказал, это сказал и государственный секретарь. Соединенные Штаты не считают, что Россия угрожает Европе. Он сказал больше. Мы не считаем, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов. То есть, если перевести это на нормальный язык, Соединенные Штаты не собираются воевать с Европой вместе против несуществующей угрозы. То есть, если Соединенные Штаты не видят угрозы стороны России, Европа или европейская бюрократия пытаются это представить, да, воюйте сами. А после последней войны, которая сейчас еще пройдет с Ираном, что сейчас обсуждается в Соединенных Штатах? Выбросить из НАТО временно Испанию. Поставить большой вопросительный знак над 5-м пунктом. Прекратить финансирование НАТО. Да как Европа может воевать? И потом не надо забывать, и в данном случае Путин сказал очень правильно. Только сумасшедший начинает войну со страной, у которой есть ядерное оружие. А я напомню, что сказал министр обороны Соединенных Штатов несколько лет назад. Он сказал, Россия – это единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты за полчаса. Если можно уничтожить Соединенные Штаты за полчаса, за сколько можно уничтожить Европу? И не надо уничтожать всю Европу. По Португалии не надо стрелять. В Европе есть 3 страны, 3 цели, которые есть. Франция, Германия, Великобритания. Хорошо, тогда как вы расцениваете вот то, что происходит сейчас на поле боя, то, как ведется эта война? У нас в украинских, имеется в виду, соцсетях, людях, среди украинцев, все, конечно, шокированы вчерашней новостью о том, как солдаты на передовой, в общем, голодают, изможденные. Все сравнивают русский плен и
украинский ноль, там наказали руководство, в общем, это все как бы публикуют фотографии до-после. Сегодня, кстати, обмен пленными состоялся 193 на 193, что всегда трактуется как какой-то позитивный сигнал в контексте разрешения или какого-то движения по переговорной линии. Но это же абсолютная ну, потеря смысла войны. В чем тогда истинный смысл того, что происходит сейчас с ударами по городам, по там, нефтеобъектам, по друг друга, по разного рода объектам, вот этого изнурения? В чем смысл и где финальная точка? Ну, это тот способ ведения войны, который есть. Украина делает то, что она способна. То есть ударяет по российским городам, тем или иным стратегическим объектам, по крайней мере, пытается. Россия отвечает, осторожно, не пытаясь перевести это в более опасную с международной точки зрения ситуацию. И у меня свое объяснение, я не знаю, насколько оно верно. Для России военные действия против Украины – это не основная проблема. То есть проблемы бывают основные, серьезные, и проблемы есть срочные. Да, это срочная проблема, которой ей надо заниматься. Основная проблема Соединенных Штатов, России – это отношения с Соединенными Штатами. И сегодня Соединенные Штаты не запланировано было. Но это развитие старой идеи у Трампа, которая была еще в первую его каденцию. В очень проблематичных отношениях с НАТО. Вплоть до откровенных разговоров, что Соединенные Штаты могут выйти из НАТО. То есть, если такой вариант выбрать, они должны это сделать до августа. Этого года. Да. Почему? По американскому закону выход из НАТО требует одобрения Конгресса. Этот Конгресс может это одобрить. Какой будет будущий Конгресс, это мы будем посмотреть в ноябре. То есть реально возможность Соединенных Штатов, если они поставят эту цель выйти из НАТО, это до августа. И я ставлю себя на место российского руководства. Вся эта заварушка с Украиной началась из-за НАТО. Из-за желания Украины вступить в НАТО. А если НАТО разваливается, так ведь проблема отпадет. Так зачем торопить события и пытаться помешать этому процессу развала НАТО или ослабления НАТО тем, что будет взят еще один украинский город? То есть со стратегической точки зрения зачем мешать американцам и европейцам выяснять свои отношения? Горит что-то? Война уже 4 года. Туапсе горит, Яков Иосифович. Горят А? заводы, Туапсе, заводы, ущерб, Это, ропчут опять-таки, внутри России. да, хорошо. Это неприятно. Но это не решает проблему войны, это не угрожает России. Это не жизненная угроза России. Завод в Туапсе можно сравнить с развалом НАТО? Нет. То есть надо внимательно, когда мы смотрим на мировую державу. Россия мировая держава, хотят этого или не хотят. У нее есть глобальный интерес. Глобальные интересы в России предписывают ей договориться с Соединенными Штатами о новом мировом порядке. Это больше всего необходимо России. И для ее экономики, и для ее армии, и для ее безопасности. А все остальные тактические проблемы, в том числе военные действия против Украины, они не имеют такого критического значения. Для Украины – да, для России – нет. И поэтому,
когда президент России, а он принимает решение, он смотрит прежде всего с глобальной точки зрения. Это его интересует. А не то, когда, к какому числу выйдут и освободят Славянск. Российская армия, слава богу, и российское государство перестало жить по календарю. К празднику надо что-то освободить. Нет. Я не знаю, в каком состоянии российская армия. Я не знаю, в каком состоянии украинская армия. Я могу только судить по внешним фактам. Но потенциально я знаю, что украинская армия не способна на наступление. Она с трудом способна удерживать позиции. А те явления, о которых вы говорите, ну, они только усугубляют обстановку. Так что военные действия России определяются президентом России. Их темп, их объем, их направление. Армия только выполняет цели, задачи, которые ставит политическое руководство. Это в любой стране. По-другому быть не может. И политическое руководство России приняло решение, что на данном этапе военные действия должны идти именно таким темпом. Не больше. Почему? Ну, у них для этого были основания. У меня нет всех данных, я поэтому не могу сказать. Предполагать или предполагая принять объяснение, выгодное мне, это не моя дорога. Я так не делаю. И поэтому все те, которые пытаются определить ситуацию и определяют это потому, что так мне кажется, ну, ко мне это не относится, но к вам точно. Вам кажется, перекреститесь. Возникает важный вопрос в контексте Европы, и сейчас будем переходить к Ирану, и действительно дрязги там не шуточные между американцами и европейцами. Но вот смотрите, сейчас в Украине достаточно тяжелая ситуация, внутренняя прежде всего. У нас каждый день стрелки, каждый день полиция засуетилась после ужасного, скажем так, расстрела в городе Киев, да, человеком с карабином людей. И нам показывают каждый день вот какие-то задержания, какие-то эксцессы, какие-то случаи. В этой войне, которая вот ведется так, как она ведется, значение которой многие скажут, там, вы, например, Яков Иосифович, преуменьшаете. Ну, делайте не главным. Нет, для Украины нет, для России, да. Вот. И для Украины это очень серьезная вещь. Состояние тыла давайте оценим. Тылы. Прежде всего украинский, да, и российский. И правы ли те люди, которые говорят, что в Украине уже украинского как бы тыла нет. Весь тыл Украины – это вот туда западнее, вот туда. Это все смещается и будет смещаться. Ну, в отношении России есть качества, характеристики, которые характеризуют государство. В России сегодня власть более уверена в себе и более сильная, чем она была 3 года назад. Как, почему, как это трактуют те или другие? Факт. Сегодня власть в России более эффективна с точки зрения стабильности государства, чем была когда-либо за последние 10-20 лет. То есть при сильной власти, авторитетной, которая контролирует полностью стабильность ситуации, все разговоры о каких-то выступлениях, внутренних кризисах, они просто несерьезны. С другой стороны, я не... Можно цепляться за то или иное выступление с критикой людей, близких к оппозиции, потому что оппозиция уже покинула Россию или залезла под стол. И дышит через трубочку, чтобы их не заметили. Поскольку это не проявляется, при сильной власти
Да, Россия. Да, есть проблема, которую называют российская экономика. Я не думаю, что она лучшая экономика в мире, но она справляется с теми проблемами, которые у нее есть. И я не вижу пока никто из прогнозеров не определил, а в чем может быть завтра кризис российской экономики. Все попытки санкционирования России, которая приведет завтра, послезавтра, вот-вот-вот к краху российской экономики, не помогли. Как, почему, как Россия находит выход, какова роль в этом Китая, какая роль нефти, это технические детали. Факт остается фактом. Российская экономика продолжает развиваться. Может быть, не так эффективно, как этого хотелось бы. Может быть, не так эффективно, как она могла, но она еще не на краю пропасти, и у нее нет краха. Со всеми теми недостатками, которые есть в российской экономике, объективной, субъективной, все что угодно. Поэтому те, которые указывали, вы это упоминали, кризис власти и кризис российского общества – это их пожелание. Фактов на это нет. А действительность в России ни со стороны власти, ни со стороны населения России этого не подтверждают. Недовольны есть в любой стране. Ну, и что? Украина – это немножко другое. В Украине нет экономики. Украина не в состоянии сегодня существовать самостоятельно даже неделю. Без внешнего влияния, внешней помощи, вливания денег Украина не способна существовать. Но самое страшное для Украины, как бы ни смотрели, это не война. Если вот когда война закончится, тогда на Украине будет ужас. Такой, который трудно представить. Потому что та помощь, которая была, кончится. Сейчас же уже они платят за кровь украинского населения и за кровь русского населения. Вы взаимно друг друга уничтожаете. Бельгийский начальник генштаба не постеснялся этого сказать. А тогда этого не будет. А люди с войны вернутся. И калеки, и с психическими отклонениями. Война – это огромная нагрузка на психику. В разрушенную страну, в которой нет экономики, в которой есть коррупция, которую надо восстанавливать. А чтобы восстанавливать Украину, нужны деньги. А деньги кто даст? Украинская экономика, украинское государство считается самым коррумпированным в Европе. Это все говорят, и американцы, и все. Ну, кроме руководства Европейского Союза. Но когда человеку надо вложить свои деньги в Украину, он смотрит, а законы там есть? А власть там есть? А на меня не наедут? А меня не кинут? А что, во что мне вкладывать, чтобы получить прибыль? А мне дадут получить прибыль? Бюрократы в Европе могут кричать что угодно. Но заводы они не строят. Экономику они не восстанавливают. А я хочу напомнить тем, которые мало знают и понимают в истории. Страна, которая терпит в войне поражение, следующим этапом – это внутренний кризис. Это было в американцах, в Соединенных Штатах после Вьетнама. Это было во Франции после Алжира. Это было в определенной степени в СССР после Афганистана. А что произошло с самой развитой, самой сильной, самой прогрессивной страной Европы
после того, как она проиграла Первую мировую войну в Германии. И Германия так и не оправилась из этого. То есть тот способ, который они нашли, оправиться привел к еще большей войне, к еще большему поражению в 1945 году. Но те вещи, которые описал Ремарк в своих романах о Первой мировой войне, это не фантазия талантливого немецкого писателя. Он описал реальность, которая была в Германии. На Украине может быть еще хуже. Некому Украину восстанавливать. Власть, в которой жулик на вору сидит и мошенником погоняет. Но 2 дня назад по всему миру обошло интервью с американским представителем американской разведки, который занимался многими очень чувствительными проектами в американском вооружении. Он бывал и на Украине. Что он сказал о Украине? Говорит, такой чудовищный проект коррупции мы даже не представляли. Все, с кем мы имели дело из украинского аппарата, во время войны все воровали. Они воровали все, что мы им давали. Вот как люди, которые привыкли к этому, а других сегодня на Украине же нет. Свет, как говорится, светочи украинской экономики. Кто это? Лазаренко, который сидел в американской тюрьме? Или те, которые сегодня правят? Ну, каждую неделю, каждый месяц опять какой-то чиновник убежал. Прежде чем убежать, он вывел свои деньги. Свои честно наворованные деньги. У Украины и украинского народа. Ну и все, конечно, гордятся. Проблемы Украины сегодня намного более глубокие, чем положение на линии соприкосновения огня. Окончание войны, вот тогда начнется ужас, ужас, ужас. А как-то жить? А как? Уже отвыкли жить вне войны. Отвыкли зарабатывать на жизнь, не разворовывая то, что идет в армии. Ведь то, что вы сейчас сказали, что не хватает денег для того, чтобы накормить солдат, для того, чтобы их обуть. Денег сколько угодно. А вот люди, которые привыкли к этому и другого не знают и не понимают, уже какое поколение? Ну что дальше? Ну хорошо, Зеленского уберут. Придет другой. Но страна-то в ужасном состоянии. Кто ее будет восстанавливать? Какие люди? Недоворовавшиеся? Яков Поэтому Иосифович, да. проблемы очень серьезные на Украине. Смотрите, вот эти очень серьезные проблемы, ну, там же как принято? Виноват Путин. Ну, кошка бросила котят. Это вот Путин. То есть вы так вначале охарактеризовали поляков, но там, правда, звучат такие от Сикорского заявления, что вот это в России там КГБ поменяет Путина, отстранит, придет преемник, и он будет договариваться. Точно так же говорят о том, что вот Зеленский, там его заменит Буданов, сейчас там вот эта сходка, очень интересная конференция по безопасности Яценюка киевская, туда пригласили принца Гарри, он там дает месседж Путину, мол, давай заканчивать, и вообще этот Яценюк, тоже Пинчук, олигархи, всех, пир во время чумы, если на них так посмотреть, потому что на самом деле... Ну, у них форум безопасности с дорогими гостями. И на этом форуме якобы там и Буданов был, и вот поменяют сейчас Зеленского, и вот не Зеленский, а кто-то другой подпишет мир. Должны ли это закончить Путин и Зеленский вдвоем между собой, вот эту войну?
Вот это главный, наверное, вопрос. И что вообще вы думаете насчет вот этих официальных запросов, когда Украина подает навстречу Зеленский, Путин, Эрдоган и, может быть, Трамп? Трамп говорит, они так ненавидят друг друга, Зеленский и Путин. Ну, елки-палки, вы правильно делаете акцент, что 5 лет уже близится, ну 4,5 года, вот мы приблизимся к отметке. 5-й год идет война. Уже действительно многие не представляют, как было до этой войны. Многие не представляют вообще, как было до 2014 года. Это уже кажется там какой-то сединой, непонятной историей, былью, там, античностью какой-то. Понимаете? Ну, античностью уже кажется СССР с тем укладом, который был, в принципе, который создал Украину такой, которую сейчас добивают и воруют и разворовать не могут. Кто должен, собственно, закончить этот момент? Вот этот набор руководителей или другой набор руководителей? Ну, слабое звено в этом – это Зеленский, а не Путин. Шансов на смену Путина, ну, только в воспаленном мозгу Сикорского может быть такой вариант, в котором несуществующее КГБ найдет нового преемника. Он вообще знает, что сегодня в России происходит? Он знает, что такое ФСБ сегодня. А он слышал что-то про Росгвардию? А у него в его голове какой-то вопрос возник, а для чего нужна Росгвардия? А почему есть Росгвардия и ФСБ и армия? Может быть, это как раз по математике. 3 точки самые устойчивые. 3 точки опоры – это самая устойчивая система. А он говорит, вот КГБ. КГБ расформировано в 93-м году. В 91-м, вернее. О чем он говорит вообще? А ФСБ – это не КГБ. СВР точно не КГБ. Я эти службы знаю хорошо. Так что это простая вещь. Но в ответ на ваш вопрос договариваться могут. Есть два вида договоренности. Первое между Путиным и Трампом. Договорятся – будет мир. Не договорятся. Тогда может быть вариант, когда Трамп скажет, вы, мальчики, играйте сами в этой песочнице. Тогда Украина становится с Россией 1 на 1. Ну да, есть Европа, которая не играет никакой роли в решении конфликта. Она играет роль только в одном – подпитывание сегодняшней Украины и поставка частичное вооружений. Большая часть которых Европа должна покупать у Соединенных Штатов. У нее нет этих вооружений. А денег у Европы не так много. Почему? А экономика просаживается. В Ну, Германии закрываются заводы. нет, это понятно, но они могут напечатать, это все-таки евро, это все-таки... Не-не-не. Нет, ну смотрите, Евро, евро, многие, евро, евро, в отличие от доллара, не так быстро печатается. смотрите, многие говорят о том, что это в принципе, вот эти 90 миллиардов на 2 года в кредит, ну это в принципе не очень там большие деньги. Все же сейчас аналитики говорят, что это не так дорого. Даже у нас украинские депутаты говорят, вот мы не так дорого обходимся Европе. Ну так а чего? Какое хорошее дело война, почему не продолжать? Это неверно, они говорят. Вот что сказал 3 дня назад канцлер Германии? Он сказал чудовищную вещь. Положение Германии может привести к тому, и, скорее всего, это будет,
мы перестанем платить пенсии. То есть это не просто, что в Европе какой-то мелочи не хватает. Что значит европейская страна, как Германия, самая сильная экономика? Говорит, а мы пенсии платить больше не будем. Работайте до гроба, если хотите выжить. Это что, от хорошей жизни? Это от того, что процветает экономика? От этого закрываются заводы в Германии. Из-за этого Volkswagen закрывает заводы и просит, хочет разрабатывать новые автомобили. Это не Volkswagen, а во Франции, Renault. Новые автомобили с китайскими разработчиками. Французских уже не хватает. Если во Франции и в Германии закрываются заводы, это значит, экономика не очень. А если Германия и другие страны хотят перевооружить свою армию, это огромные деньги. Заново создавать многие виды вооружения, строить заводы. А военное производство, оно денег не производит, оно их тратит. У нас, кстати, Покупать оружие кто будет? у нас, кстати, Германское правительство, а где оно их возьмет? забывают, Деньги. что, да, что снаряд он не приносит какой-то Снаряд не дополнительной приносит. стоимости. Снаряд приносит выгоду военной промышленности, как говорит Трамп. Но это в богатом государстве. Когда у страны есть много денег, чтобы закупать оружие. А если количество денег все больше, все меньше и меньше, что надо сокращать основное, что есть в социальной службе в любой стране, пенсия, надо ее отменить, то пусть мне не рассказывают эти специалисты, что 90 миллиардов долларов – это все ерунда. И потом, за счет чего Европа хочет давать 90 миллиардов долларов? За счет идеи фикс, что Украина их покроет из-за замороженных российских активов. А если наоборот? А если Европе придется платить России? Вернуть все активы и платить проценты за то, что она их удерживает. Такой вариант они не рассматривают. А как он может быть реализуем? А вот как было с германской экономикой после 18 года? Она выплачивала репарации всем странам. То есть такой вариант они не рассматривают. Они рассматривают вариант только своей победы. А вариант своего поражения они не рассматривают. Это для них не существует. То есть надеяться на то, что все уладится. И все будет хорошо. И вот то, что мы написали в наших решениях, так оно и будет. Несмотря на то, что ничего не произошло за 4,5 года. Это безответственность. Надеяться только на это несерьезно. Поэтому европейская экономика вот сейчас, она получила сильнейший удар из-за блокировки Ормузского залива. Кто пострадал? Европа. После того, как у нее нет российской нефти, она осталась и без нефти с Ближнего Востока. Ну, дружбу же запустили. Дружба, при всем уважении к дружбе, это решает проблему Венгрии. Это решает проблему Мадьяра. Это, может быть, решает проблему Австрии. Но это не решает проблему Европы. Тем более по этим ценам. Дружбу Россия запустила, но нефть-то по дружбе пойдет по новым ценам на нефть. То есть, насколько это помогает Венгрии, это да. Но насколько это помогает российской экономике? Еще больше. То есть, все эти расчеты, они
базируются почему-то на... Вот когда есть три варианта, они предпочитают вариант, выгодный им и полезный им. Говорят, вот этот вариант будет. Но действительность она другая. Я уже говорил много раз, я очень долго жил. И я видел очень много в жизни. И очень редко варианты, любые, военные, политические, развиваются по наилучшему для тех, кто составлял эти планы, говоря, сценарию. Нет. Ни война, ни политические события, ничего. Так что не надо полагаться на свои предпочтения. То есть можно их учитывать, но нужно учитывать, а есть другие события, потому что никто же не играет в шахматы сам с собой. Есть противники, есть другие страны, есть другие явления. И чем страна меньше и слабее, тем она больше зависит от других явлений. Яков Иосифович, давайте все-таки на вопрос как бы резюмируем ответ по поводу сторон, кто будет договариваться. Вы так сказали, договорятся, в общем, Трамп и Путин. Но мы же видим, как Трамп договаривается. Вот вам по Ирану. Вроде как переговоры. Полетели в Исламабад, министр иностранных дел Ирана. Там уже есть какие-то делегаты, представители США. Сорваны на этой неделе были переговоры, но вот вроде сейчас есть надежда. Истекает перемирие. Но Аль-Джазира сообщает это вот сейчас, мы в прямом эфире, что Аракчи не будет встречаться с американцами. Но он едет, да? У него там турне по региону, он едет туда. Вот мы же видим, что это кризис жанра переговорного. Ну вот как бы не о чем, не с кем, некак договориться. И вот когда мы просто отзеркаливаем действительность вот этих переговоров, да, где у Ирана своя жесткая позиция, где у Трампа своя игра, где он уже всех победил и всех там как бы всех к ногтю и уран забрал, плюс какие-то интересные подробности вылазят по поводу играх на бирже, очень интересных людей, даже кость бросили по поводу того, что ой, солдатик какой-то там знал и на полимаркете чего-то Да, может, выиграл. один из спецназа из силы Дельта. Ну, то есть, понимаете, много вот этого всего витает вокруг, но сути нет. По сути, нет продвижения. Ни по Украине, ни по Ирану. Так, а как они могут договориться? Вот и получается, вот сейчас в Иране заканчивается перемирие, сейчас такой период ни мира, ни войны. По Украине вообще все глухо в плане переговоров. Переговоры как жанр себя изжили. Есть огромная разница между ситуацией на Украине и ситуацией с Ираном. Трамп ведет переговоры с позиции сил. На что он надеется в этих переговорах? Что он сейчас сделал, когда он блокировал Ормузский залив? Он набросил петлю на шею Ирана. Душит Иран экономически. Ни один литр топлива из Ирана не уходит. Точнее, $1 за основное, что есть в Иране, энергоносители, Иран не получает. Иран больше месяца с такой веревкой на шее не протянет. Денег нет. Просто-напросто нету денег ни на что. Это одно то, что хочет делать Трамп. Второе. Вот сказали от его имени, что он объявил, продляет перемирие от 3 до 5 дней. Интересно. А рядом было маленькое сообщение, не оттуда, что третий авианосец Джордж Буш прибудет на Ближний Восток от 3 до 5 дней. А последние дни сплошной воздушный мост на Ближний Восток. Боеприпасы, солдаты, боеприпасы, солдаты. Последнее, что перебросили, серьезное, кроме боеприпасов, эскадрилью самолетов F-18A. Что это такое? Это самолеты морской пехоты. Корпус морской пехоты уже находится там. А сейчас перебросили к нему и авиацию морской пехоты.
То есть Трамп надеется в переговорах на то, что угроза применения силы заставит иранцев пойти на его условия. И он не исключает совершенно, что если они не пойдут, тогда небольшой серьезный удар по Ирану заставит их пойти. Ну, Потому что предыдущий, подождите, Иран ничего не может сделать. предыдущий не заставил. Да, но предыдущим не было тех целей, которые сейчас. Они думали, что к этому не придут. Потому что чем угрожают Соединенные Штаты сегодня Иран? Первое. Уничтожение всех электростанций. Это не проблема. 100 электростанций. Полчаса работы американской авиации. Полное господство музыки. Обесточить Иран. И он может это сделать. Второе, он сказал, вся транспортная система Ирана будет уничтожена. Все мосты будут взорваны. Нет мостов, никто ничего не едет. Третье, нефтеперерабатывающая промышленность, нет топлива. Говорит, не поможет уничтожить систему водоснабжения в Иране. В Иране проблема с водой. То есть он в переговорах использует свою угрозу или применение силы, которая давит на экономику. Причем не просто давит, а удушает страну. Это его план. Это совершенно не подходит ситуации между Россией и Украиной. Но почему, как ни рыба, ни мясо, он ведет себя в этом вопросе решения войны по Украине? Что, Россия и Украина? Его не просто так принц Гарри критикует, он ему там как-то отвечает, это все так мило смотрится, по-светски. Принц Гарри, пусть он разберется со своей женой. Ну, принц Гарри, у него со своей страной есть конфликт, с его семьей есть конфликт. Чего он лезет? Не в свои дела, в которых он ничего не понимает. А потом с каких-то пор в королевской семье Великобритании разбирались в международной политике. Он вообще знал год назад, где находится Украина и что такое Украина. И чем Украина отличается от Молдовы. Он вообще-то знал? Ой. Принц старый. Это же не серьезно. К королевскому дому в Великобритании относятся с уважением. При одном условии. Вы, пожалуйста, ни во внутреннюю, ни в внешнюю политику не суйтесь. Вот ездить к аборигенам Африки королева Великобритании может, чтобы оказать ему уважение. Но не дай бог заниматься политическими проблемами. Так что принц Гарри это даже не смешно. Но ни у России, ни у Украины нет ощущения того, что другая сторона настолько ослабела, что она пойдет на усилия. И нет ощущения, что у каждой из сторон есть достаточно силы, чтобы заставить другую сторону пойти на усилия. Но это не то, что происходит с Ираном. У Ирана нет возможности сопротивляться Соединенным Штатам сегодня. Обесточение Ирана, которое может занять полчаса, это сильнейший удар по стране. Ну, нам то же самое говорили, когда Россия била по энергетике, что можно... Она не могла уничтожить, она не повредила украинскую энергетику. Она не обесточила Украину. А Соединенные Штаты это могут сделать совершенно спокойно. То есть Россия не может обесточить Украину и загнать в каменный век и этим бравировать на переговорах. Она практически этого не делала. То ли потому, что она не решилась, то ли потому, что она не могла, это уже другой вопрос. Факт. Россия не поставила задачу обесточить Украину. То, что сделали американцы сейчас. Ормузский пролив блокирован. Иранские суда не выходят.
Ну, И ни одно выходят там Не, не, ну это, штук 30-40 уже насчитали, которые прошли мимо. это иранцы насчитали. Иранцы умеют считать. Их прислушайтесь к подсчету. Они уже уничтожили в прошлой войне 35, более 20 истребителей F-35 на израильских аэродромах. Пока ни одного израильского самолета они не сбили. Ни над Ираном, и тем более в Израиле. Ну, не важно, но они считают. Но в отношении Ирана американцы могут его удушить экономически. И никто этому не может воспрепятствовать. Иранцы могут грозить, а вот мы в ответ ударим по арабским княжествам. Что, Америка от этого холодно лежит? Ну, вообще-то да. Арабы держат и шейхи кучу трежерис американских. Арабы и дальше будут держать. Чем больше иранцы бьют по арабским странам, тем ближе они их толкают к Соединенным Штатам. Ну, понятно, те просят денег. Не денег они просят. Денег у них сколько достаточно. Кто просил деньги, это американцы. Они просят защиты от Ирана. А защита от Ирана в их выражении – это то, что сказали княжество Залива, это то, что сказала Саудовская Аравия, то, что они сказали. Добейте их. Добейте эту власть. Это они просят от американцев. Это не укрепляет ненависть арабов к персам. Традиционно, многовековую. Арабы не любят иранцев. Арабы не любят турок. А кто кого вообще любит, Яков Иосифович? Никто, Нет, это никто разница. никого не любит. Нет, никто, что Нет, никто ну, никого не любит, это верно. не, ну смотрите, мы можем просто тоже брать кучу разрезов исторических пластов, да, таких вековых там, да, и можно вообще сказать, что у украинцев с россиянами 300 лет войны, представляете? Там, ну, вот это вот все постоянно воюют. Это все как-то просто облик приобретает какой-то такой пропаганды, что кто-то кого-то не любит. Важно, что Трамп не может решить вопрос. Но нет, почему он не может Не решить может. его? Ну как он никак не может решить вопрос Украины? Вопрос есть такая Ирана тоже не может, потому что Иран уперся, там Зеленский уперся, то есть все. Нет, это разные вещи. Иран уперся, когда у него нет карт для игры. Во что он уперся? Ну, они показали свои И, карты, они и показали свои ракеты, показали свое враждебность, ПВО, то есть они все показали. традиционная вражда и ненависть, и нелюбовь, они есть у всех стран. Что, поляки любят украинцев, а немцы обожают поляков, а латыши любят литовцев, а литовцы, как они влюблены в поляков, и наоборот, нет. Но ситуация, когда одна страна атакует другие страны, неважно, как она это объясняет, то есть эти две страны находятся практически в состоянии войны, хотя арабы не воюют против Ирана. Но когда, я уже говорил, когда израильский начальник генштаба ведет разговоры и обмен информацией с начальниками генштабов арабских армий во время войны о том, как проходят военные действия, и координируя их, это не просто не любовь, практический результат. Но, опять-таки, в отношении того, что происходит, я хотел сказать, это я хотел бы сказать многим блогерам и многим специалистам. Есть такая русская поговорка. Дуракам половину работы не показывают. Война не кончилась. Война идет. То есть вы думаете, будут бомбить? Концентрация американских войск вокруг Ирана достигла небывалых размеров. И она продолжается. Закончится ли она только угрозами или перейдет в военные действия, я не могу обещать, потому что
Есть человек, которого зовут Трамп. Что он решит, и да. Мгм. Но то, что у Ирана положение тяжелейшее, и Соединенные Штаты в состоянии удушить иранскую экономику, это факт. Да, друзья, подведем Так итоги что нашего... посмотрим, чем это закончится. Но это Ну, опять-таки не та ситуация, которая между Россией и Украиной. нет, понятно, но нет решений принципиальных, понимаете? Вот о чем как бы смысл этой всей Принципиальное дискуссии. решение зависит от соотношения сил. Только. Только. Это не академический спор. Это не спор двух талмудистов, как толковать тот или иной закон или что. Это война интересов, а война интересов заканчивается соотношением сил. Ну вот по поводу соотношения сил. Сегодня сообщили, что на Львовском Лычаковском кладбище нет мест. Это вот нам как бы показывает. Ну, нет мест. Вот и все. Вот говорит нам это что-то о соотношении сил России и Украины или нет? Потенциально у России намного больше сил, чем у Украины. Она более сильна демографически, она более сильна экономически, она более сильна с военной точки зрения и способности производить вооружение. То есть, если говорить о войне на истощение, то Украина истощается намного быстрее. При всех тех отрицательных явлениях, которые появляются в России на российскую экономику. Но ущерб Украины от войны намного больше, чем России. Экономический, государственный, социальный, демографический. Демографически это же не только и не столько погибших на фронте или коллег, а те, которые покинули Украину. Самое дорогое, что есть у любой страны, это ее люди, это ее население. Если сегодня, по разным оценкам, на Украине осталось 20 с небольшим миллионов населения, может, аж 30, вместо 52, которые были в 91 году, это даже не катастрофа. Ведь уехали кто? Самые активные, самые эффективные, самые продуктивные. У них была возможность. И я еще добавлю, с деньгами. Не наворованными, заработанными. То есть это демографический такой удар по Украине. Сильнейший. Была страна, которая с трудом перенесла этот удар. Это Ирландия. Когда большинство ирландцев покинуло Ирландию. И заняло более 100 лет, пока Ирландия в мирное время оправилась от этой катастрофы. Сегодня это катастрофа на Украине. Без войны та же самая катастрофа в Прибалтике. Когда 70% выпускников медицинских учреждений в Латвии по окончанию медицинских учреждений оставляют Латвию. Это европейский диплом. Они могут работать врачом в любой стране Европы. Это Европейский Союз. А в Латвии не хватает врачей. Да, друзья, значит, нападет ли Россия на Европу? Подводим итоги опроса. 18%. Пока есть Украина, нет, а там посмотрим. В принципе, может. 19%. Да, допросятся. 27% Европа нападет на Россию. И 36% говорит, что это нет, это все пугалки. То есть аудитория, основная масса, или это Европа будет нападать, да, или это все пугалки. Поэтому, в общем-то, ничего
Не нужно ожидать, но знаете, как-то все равно кисло от этого. Нам же как говорят там европейские политики: вот вы еще 2 годика повоюете, 3 годика повоюете, вот повоюете, повоюете, а мы типа тут пока подготовимся. Некоторым плюются, говорят: да елки-палки, мы уже 4-5 воюем, а вы говорите еще. Так готовьтесь быстрее. Или, ну, в общем, видят за этим очень большой, на самом деле, огромнейший обман за вот этой риторикой. М, Это не обман. Кому нужна безжизненная Украина в таком Это... случае? А Украина это нужна им только для войны с Россией. Сама по себе она же никого не интересует. Вот этот бельгийский начальник генерального штаба сказал: к 28 году мы создадим европейскую армию, которая сможет начать войну с Россией. А пока пусть Украина воюет. То есть что он сказал, если перевести на нормальный язык? Пусть Украина платит кровью своих граждан и, возможно, российских, пока мы наберем силы воевать с Россией. Это Бельгия. Я хочу напомнить про Бельгию. Еще до 60-х годов в Бельгии были зоопарки, в которых сидели люди из Африки и из Океании в качестве животных. Это бельгийцы в Конго, используя детей на добыче полезных ископаемых, если ребенок не соблюдал норму, ему отрубали руку. 7-летнему ребенку, чтобы другие знали, что норму надо выполнить. Это Бельгия. И так же, как они смотрели на африканцев, они смотрят на Украину. Только это белые негры, жизнь которых ничего не стоит, которые должны на них работать. Даже кровопускание. Черт с ними. Это европейская мораль. Колониальная. У этих стран же всех были колонии. Они смотрят на все страны и народы восточнее них, как на белых негров, которые не равны им. А чего тогда у себя греют не белых, не негров, а разного рода Не мусульманские смогли, они не народы? греют, они просто у них не хватило в их, так сказать, либерастской истерике остановить этот поход. Для них все было неожиданно. Когда уничтожали Каддафи, он незадолго перед смертью сказал: это мы защищаем Европу от волн из Африки. Нас не будет, а не Африка захлестнет Европу. Они убили Каддафи. Из-за того, что у французскому президенту надо было покрыть то, что Каддафи дал ему взятку. 50 миллионов долларов. Уничтожили страну. Ливия до сих пор еще не восстанавливается. Но они, Господь Бог справедлив. Через Ливию вся Африка ринулась в Европу. А Европа была не готова ее защитить. Духу у них не хватало. А теперь уже поздно. А потом то же самое было с Сирией, с Афганистаном. А потом, как Европа смотрела на это? Это дешевая рабочая сила. Вот в Польше, как они смотрят сейчас на тех украинцев, которые живут в Польше? Плохо смотрят. Плохо, да. То есть понятно. А с другой стороны говорят: а если они уедут, кто же будет заниматься грязными черными работами? Это да, это точно. То есть украинцы для поляков белые негры, дешевая рабочая сила, дешевая скотина.
Или как по-польски скот. Быдло. Так они всегда смотрели, так они сейчас смотрят. Они же культурные, они же европейцы. А немцы Мгм. смотрят на поляков так же, как поляки смотрят на украинцев. А французы также смотрят на немцев и на испанцев. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. В режиме Блиц пройдем несколько вопросов. Клуб, сообщество, чат-трансляция обязательно. Поэтому, ну, вот лаконично попрошу, Яков Иосифович, чтобы большее число просто уважить людей, которые там готовились, писали вам вопросы и ждали нашей Ну встречи. да, понятно, я постараюсь. Так, Анна, вопрос уважаемому Якову Иосифовичу. Допустим, США и Израиль побеждают Иран, что вполне реально. А что делать с общественным мнением и мнением европейских политических по поводу Израиля? Израиль стал токсичен в этом поле. Еще лет 10 назад от немецких политиков я слышала фразу «Израиль– фашистское государство», но мы в силу исторических причин не можем это сказать открыто. Прошли годы, и это мнение завоевывает страны. Молодежь радикализирована по этому вопросу. Какой выход для Израиля? Как сломить этот тренд? Кажется, эта проблема похуже, чем открытая война. Нет, нас это не пугает. Это неприятно. Эти круги, которые не относятся отрицательно к Израилю. Ну, так что дальше? Как сказал э, э, один израильский юморист, Франки Шон, он родом был из Венгрии. Он сказал, мы предпочитаем, чтобы нас не любили, чем нас оплакивали. Так мы на это и смотрим. Так, значит, Олег просит, дайте свою оценку потерям сторон в этой удушающей войне. Мне трудно давать, у меня нет материала. Я не могу основываться ни на чем, кроме слухов или сплетен, или дезинформации, а это не мой путь, я так не делаю. У меня просто нет. Можно дать не реальные оценки, но какие. Но вот то, что вы сказали про Львовское кладбище, это показатель. Но он не показывает, сколько было. А какие цифры назывались с тех или других сторон, я могу сказать, что 35 тысяч погибших украинских солдат по версии Ну, Зеленского. уже 55, да. Это а? Это у вас устаревшее, там, 55 тысяч. Уже 55. Это даже не смешно. Это очень и очень грустно. Любовь задает вопрос. Многие считают, что 7 октября провокация организована именно с США совместно с предателями в Израиле. Как вы относитесь к этой теории? Ну, это абсолютный бред, факты, которые этого не подтверждают ни в коем мере. И что США представили план Хамасу. Это США дали идеологию Хамаса, которая требует уничтожения Израиля. Нет. Кто вооружал? Соединенные Штаты вооружали Хамас? Или Хизбаллу? Нет. А насчет предателей в Израиле? Ну, в этом я бы напомнил им о предателях 36-го, 37-го, 38-го года в Советском Союзе. Привет из Киева от пользователя. Недавно дроны через страны ЕС залетали в Россию. Россия выставила адреса производителей. Пока удары по НАТО от России кажутся чем-то нереалистичным, но все же эти провокации и напряжения могут перерасти хотя бы в пару зеркальных ударов, обменов ракетами. Они уже идут зеркальными ударами, но совсем зеркальными, одно на другое, но это может развиваться и дальше. Если завтра украинский дрон по ошибке, не специально, пойдет в детский сад, Мгм. тогда российское правительство не сможет сдерживаться.
И наоборот, то же самое. Война, как говорил Суворов, пуля дура, бомба тоже. Штык И молодец, ракета да. дура. Она может отклониться. Она более сложная. Но чем более сложная, тем более страшны результаты в результате технической неполадки или человеческой ошибки. Яков Иосифович, Израильский музей Холокоста обвинил Россию в искажении истории, связанных с Холокостом, в связи с решением России учредить День памяти жертв геноцида советского народа, без упоминания о еврейских жертвах. Насколько я знаю, евреи тоже были частью советского народа, почему о них в контексте этого Дня памяти надо упоминать отдельно. Мы не упоминаем отдельно. Есть совершенно справедливая политика России и подход России, что нацисты уничтожали советских граждан. Это проблема советского государства или российского государства, которое является наследником Советского Союза. И если погибло во Второй мировой, в Отечественной войне 27 миллионов советских граждан, то большая часть это были гражданские, представители всех национальностей. Это не освобождает нас о том, что в первую очередь и поголовно всех уничтожали только наш народ. Мгм. Русских пытались сократить их население на 30 миллионов славян. Но не шло поголовное уничтожение всех русских. А евреев уничтожали всех. Почти все евреи на территории, оккупированной нацистами, были уничтожены. Часть с помощью местных властей. Рекорд в этом держит маленькая свободная страна Эстония. Уже августа 1941 года Эстония была объявлена Юденрайн, очищена от евреев. Поэтому совершенно справедливое отмечание и уничтожение народов Советского Союза, но оно не противоречит трагедии нашего народа, которая была и в рамках Советского Союза, и независимо от этого. Первых уничтожали евреи. Василий, Одесса. Яков Иосифович, в прошлом эфире вы негативно высказались о политических блогерах. Сказали, мол, ничего не понимают, вещают ради денег. Вопрос. Скажите, пожалуйста, но в российских политических ток-шоу участвуете на общественных началах? Это даром? И хотелось бы услышать ваше мнение касательно высказываний Соловьева в адрес Бонни. Спасибо вам за ответ. Мира и добра. Ну, меня сегодня спросили из Ленинграда, брали интервью, видел ли я Бонни и знаю ли я, что это такое. Мгм. Я сказал, да, я видел ее выступление. Я говорю, ну, истеричная женщина говорит то, что трудно понять, что она хочет. То, что ей болит, да. То, что это женская истерика со слезами, да. Ну, а чего она хотела? Какую проблему она поставила? Какую проблему, что ее можно обсуждать? Оскорбление женского достоинства в России? Я не знаю, пусть те, которых впечатлило ее выступление, пусть они ответят на вопрос, а что там было? А зерно выступления что? Кроме плача, женской истерики, что там еще было? Ну, Путин не знает, от него скрывают информацию о реальном положении дел, как тяжело в России. Ну, посыл такой, Путин, Тяжело в слышь. чем? Тяжело в экономике, тяжело в жизни. Она же этого не сказала.
Она говорила об оскорбленном женском достоинстве. Нет, ну это подождите. Она говорила Какое это отношение? в ответ на соловьевские вещи. Это было обращение. Нет, А, это уже было потом, когда они вошли в дискуссию. да. А насчет выступления Соловьева, я не считаю, что он вообще должен был относиться к ее истерике. Ну, сказал и сказал. Это что, серьезный разговор о чем-то? Если кто-то считает, что она повлияла, ее выступление повлияло на настроение российского общества, скандал вокруг ее выступления, он больше повлиял. Не реагируйте на такие вещи. Тем более, что там не на что было реагировать. Да, она сказала, вот президент не знает, что происходит. Знаете, что мне это напоминает? 9 января. А государь-император не знает. А вот эти чиновники от него скрывают положение народа. Провокация папа Гапона. Мгм. Так, значит, а что известно Якову о нашествии инопланетян, в кавычках? А то всякие спикеры разгоняют всякую пургу про искусственных, реальных инопланетян, концлагеря для землян, плюс ученые-уфологи старались странным образом пропадать. К чему бы это? Я не знаю насчет пропажи ученых. Вот. Насчет инопланетян, я вообще-то интересовался именно инопланетянами в научно-фантастических романах, когда я был подростком. Больше я ничего о них не знаю. Все эти сообщения, которые есть, они, мягко выражаясь, не выдерживают проверки фактами. А с другой стороны, я могу сказать, что если есть инопланетяне, что когда они издали познакомились с Россией, с Землей и населением Земли, они сказали, лучше нам пока от этих примитивных существ держаться подальше. Это точно. Так, вот такой еще вопрос из сообщества, и заглянем в чат. Значит, Оксана пишет. Сегодня Министерство обороны Китая с большой делегацией находится с официальным визитом в России. По заявлениям министров обороны обеих стран можно предположить, что готовится важный документ по оборонному сотрудничеству Китая и России. В мае ожидается официальный визит Путина в Пекин. Будет ли подписан военный союз? Возможно, да. Будет ли, я не знаю. Вероятность того, что то, что происходит в мире. И самое главное, что произошло именно при Трампе. Он сказал, у Соединенных Штатов есть военная сила, самая сильная армия в мире. А теперь я ей буду пользоваться для решения международных проблем, которые касаются меня. То есть готовность использовать военную силу в международных отношениях сегодня, по крайней мере, на уровне мировых держав, Соединенных Штатов, резко повысилась. И это естественно, что и Россия, и Китай озабочены этим и могут принять какие-то решения оперативного порядка, как в военном сотрудничестве, так и в военно-политическом сотрудничестве. В ответ на то, что использование военной силы может превратиться в норму поведения. И тогда они готовятся противостоять этому, если это коснется их национальных интересов. Например, в отношении Китая. Если будет достигнута победа Соединенных Штатов в Иране, это поставит под угрозу поставку энергоносителей в Китай. А во-вторых, блокирование Ормузского залива не Ираном, а Соединенными Штатами
Это может быть и Малакский пролив. А Малакский пролив – это удушение Ирана. То есть сегодня мир меняется. И использование военной силы становится более вероятным, и серьезные страны к этому готовятся. Яков Кедми был моим собеседником сегодня. Яков Иосифович, спасибо большое за время, мысли и общение с аудиторией. Друзья, благодарю, что посмотрели этот выпуск, это видео. Поставьте лайк и напишите, что думаете в комментарии. Что понравилось, что не понравилось. Главное и самое главное, самое важное. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Увидимся. Я только хочу сказать, мне абсолютно не интересует, нравятся кому-то мои выступления или нет. Я не артист, играющий на публику, чтобы сорвать аплодисменты. Мне важно то, что я говорю, подтверждается фактами и развитием событий или нет. А вот что об этом думают, нравится кому или нет. Я не женщина, чтобы всем нравиться. И я не артист, который должен всем нравиться. Но все равно напишите. Нет, Друзья, пожалуйста, они пишут не для меня, они пишут, чтобы выразить себя. Это естественно, пожалуйста. мало Но мест. я к этому отношусь с пониманием. Мало мест, где выразить себя. Поэтому, друзья, давайте понимать друг друга. Вот это вот самое главное. Увидимся. До скорого. Хорошо.